Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами своей неудачной покупкой в виде вот этого вот замечательного кролика, которого я приобрел, ну, так скажем, месяца 3, наверное, назад. Почему я снимаю видео именно сейчас? Ну, потому что у меня была надежда, что из данного гадкого утенка вырастет красивый лебедь. Но, к сожалению, такое бывает только в сказке, и в моем случае это было не исключение. В общем, приобрел я его, как я уже сказал, 3 месяца назад в возрасте 3 месяцев. Вес у него был небольшой, но это меня не остановило. Около 3 килограмм, по-моему. Ну, почти, да, почти 3 килограмма. Это меня не остановило. Почему? Потому что у меня тоже были кролики в таком возрасте с таким же весом. Но я их благополучно вытягивал. Кролики вырастали достаточно неплохого качества и по весу также. Поэтому я как бы не акцентировал свое внимание, что у него небольшой вес. Тем более на тот момент мне, так скажем, срочно нужен был кролл в однотонном окрасе, потому что у меня сидели самки, которым нужен был самец, которых я должен был самок запускать весной. И я подумал, возьму 3-месячного, как раз к весне он подрастет, и все, мои самки будут счастливы и довольны. Забегая вперед, скажу, почему я взял именно этого крола, потому что на тот момент не было вариантов купить какого-то кролика для своих самок. Это как закон подлости. Когда тебе надо, кроликов нету. Когда тебе не надо, кроликов полно, пестрят объявления о продаже строкачей. Но на тот момент, когда я искал, их не было. И мне пришлось взять этого кролика. Итак, он ко мне приехал, весит там, скажем, плюс-минус 3 килограмма. Но даже, опять же, повторюсь, дело не в весе. Когда он приехал, без слез я на него, ну, честно сказать, смотреть не мог. Там помимо того, что вес небольшой, ну, опять же, это мы упускаем, сама, ну, даже вот видно, структура тела у него очень и очень слабенькая. То есть я, когда на него посмотрел, я жене сказал, нет, это кролик ни о чем. Вот так. Плюс хозяин данного кролика, хотя он и говорил, что вес небольшой, да, но тем не менее деньги он взял как за хорошего добротного кролика. Я этого продавца заочно знаю, что у него хорошие кролики. Как бы почему он продал такого кролика, ну, как бы я, если честно, не захотел разбираться. Вот, ну, пусть это останется на его совести. Кого винить в том, что у меня вот такое вот чудо? Ну, наверное, только меня. Больше некого. Ну, если так частично, можно, конечно, и обвинить продавца, да. Вот лично я бы такого кролика, ну, не продал. Не потому, что у него вес небольшой. Я уже говорил ранее, что я и вытягивал на хорошем корме, и таких кроликов с таким весом, они потом становились нормальные. А потому что сама форма тела, ну, видно, что кролик просто недоделанный. И этого хозяин, бывший хозяин данного крольчонка, не видеть он просто не мог. Но, тем не менее, он его продал, да, доля вины в нем есть. Ну, у хозяина, да. Плюс заплатил я за него как за добротного. Ну, то есть, опять же, доля вины есть. Но основная масса вины остается только за мной. Итак, решил я все, что он нам не подходит, нужно с ним что-то решать. Я вообще супруге сказал, давай его убирать, потому что нет, это не вариант. Я как в воду глядел, да, как глядел в будущее, я сказал, что из него ничего хорошего не вырастет. Вот. Но моя супруга меня уговорила, говорит, давай посмотрим, а может вырастет, потому что у хозяина бывшего кролики хорошие, возможно, генетика хорошая, он вытянется. Ну, я ей сразу указал, что ничего с него не будет, но тем не менее я согласился с ней. Ну ладно, давай покормим, посмотрим, а вдруг повезет, вдруг произойдет чудо, и мой кролик вырастет большим, хорошим, сильным. В итоге сейчас данному кролику полгода, и сейчас я его взвешиваю. Ну, опять же, забегу вперед, ничего хорошего с него не выросло. Вот можете даже посмотреть, этому кролику полгода. Он выглядит, ну, так скажем, как 4-месячный, наверное, где-то. Или хороший 3,5 месяца кролик с хорошим весом. Если вот сейчас сравним, вот эта вот самочка, сейчас приоткрою, ей... Она на месяц старше самца вот этого. И посмотрите, одна голова
у этой самки как полсамца, блин. Вот, сейчас возьму на весы, посажу его. Сами посмотрите, сколько данный кролик вешает. Что тут у нас на весах? 0, да? Пойдем, орел. Еще и прыгает. Вот. Естественно, понятное дело, что дальше будет с кроликом, нам уже известно. Иди садись. Давай покажем людям, сколько ты вешаешь, орел. 4500. 4500. Ему 15 или 16 числа будет полгода. Ну что это за строкач? Немецкий пестрый великан, да, либо однотонные вот такие строкачи великаны. Но это явно до великана он не дотягивает. Ну и сама структура тела, какой-то он дохлый. Ну видно, что недоделанный. Согласен, он недоделанный. Вот, но опять же повторюсь, никого я винить не хочу. Вся вина остается на мне. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Я поспешил. Вот он результат. Хотя я людям в своих роликах говорю, прежде чем покупать кролика, выбирайте, смотрите, не акцентируйте свое внимание именно на одном кролике, что прям бегите, берите его, выбирайте. А сам взял как бы и вот себе такую вот такое вот чудо я себе приобрел. Вот. Ну что делать, придется его сейчас пусть посидит. Пока у меня места хватает для кроликов, пусть пока сидит. Может еще мяско нарастет. Вот такая вот. Ну а потом я его уберу. В любом случае, потому что на племя такой кролик не пойдет. Дети будут, скорее всего, такие же. Какую бы самку я ему не подставил, толку от него не будет. Он по-любому какой-то недоделанный. Вот сейчас есть... Сейчас я еще себе заказал кроликов у другого человека. Выпущу об этом видео. Ну, я надеюсь, что с теми кроликами, по крайней мере, по фото и видео, они выглядели достаточно неплохо. Да хотя и этот на фотографии выглядел достаточно неплохо, но когда он приехал, там хоть плачь. Вот такая вот у меня неудачная покупочка вышла. И мои самки на весну остались без самца. В общем, вот такая вот история. Ну, а вы можете в комментариях написать, кто в таком случае виноват. Историю я вам рассказал. Я виноват, либо хозяин бывший виноват в том, что у меня такой кролик. Ну или сам кролик виноват, что он не вырос. Потому что все кролики мои, которые почти его ровесники, либо на месяц старше, все они уже за 6 килограмм. Самец даже есть 6900 или около 7 килограмм. На этом все, друзья. Берегите себя и своих кроликов. Пока-пока.